Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы на канале Братья Че. Сегодня мы вам расскажем о Каире времен Иисуса Христа и Святого Георгия. Поехали! Итак, мои дорогие подписчики, мы снова находимся в том месте, куда вообще не водят русские экскурсии, а именно в коптском христианском квартале Каира, о котором, в принципе, ни мы, ни наши знакомые ничего не слышали. Теперь потихонечку перейдем к самому слову копты. Мы встретились с ними, когда были в Иерусалиме, храме гроба Господня, но кто они такие, мы, в принципе, не знали того момента, как попали в Каир. Первое, что нас удивило, это то, что коптов очень много, 22 с лишним миллиона в Каире, Александрии и в целом по Египту, и все они православные христиане. Первый интересный момент – это то, что копты имеют свою собственную православную епархию со своим патриархом Александрийским и абсолютно уникальный вид православного христианства, признающий часть догматов классического православия. А часть догматов считает своими собственными и уникальными. В частности, копты считают, что Иисус Христос – это и человек, и Бог, в отличие от нашего традиционного представления, что Иисус Христос – богочеловек. Из-за этого и только из-за этого они поругались в IV веке до нашей эры с Константинопольским патриархом на IV Вселенском соборе, но это уже более глубокая история. Второй интересный момент – это язык коптов. Копты не арабы, они пишут и разговаривают на языке древних египтян, вернее его разновидности, которая была в Древнем Египте параллельно с классической иероглифической письменностью. То есть в Древнем Египте было два языка. Классические иероглифы считались языком жрецов магических знаков для посланий живым и мертвым, и параллельно был обычный деловой разговорный просто народный язык. Так вот, копты сейчас разговаривают и пишут именно на древнеегипетском языке. Поэтому православные копты считают себя прямыми потомками фараонов и жрецов Древнего Египта, а также носителями всего культурного наследия египетской цивилизации. И третий интересный момент – это то, что мусульмане Египта, шииты и сунниты и иные концессии мусульман точно так же считают себя египтянами, но ни в коем случае не арабами. Если вы назовете египтянина арабом, он очень сильно обидится, сказав, что он потомок фараона, а араб – это бедуин в пустыне, пасущий верблюдов. Поэтому они считают, что арабы как были дикими бедуинами, так они дикими бедуинами и остаются. Зайдя в ворота, мы видим несколько зданий, Коптский музей и лестницу к храму Святого Георгия. По бокам Коптского музея расположены два бастиона, правый полуразрушен, на левом круглая церковь греческого православного монастыря Святого Георгия. Храм Святого Георгия в Каире является одним из самых известных и важных храмов в Египте. Он был построен в период раннего Средневековья и является одним из самых древних храмов в Каире. Храм был построен для православного Святого Георгия, и он посвящен возрождению и исцелению. Внутри храма находятся богато украшенные иконы Святого Георгия, а также другие изображения и иконы, связанные с ним.
Церковь была построена в 530 году, но до нашего времени в своем первоначальном виде она не дошла. В начале 20 века она была полностью разрушена в результате страшного пожара. Теперь в кладке церкви камень граничит с кирпичом. Здание церкви выполнено в византийском стиле на 6 колоннах. В середине 8-гранное отверстие, закрытое стеклянной крышкой. В здании находится резиденция епископа Вавилона. В церкви находится икона святого Георгия, которой народная молва приписывает необыкновенные целительные способности. Икона чудом была спасена во время пожара. Возможно, легенда о чудотворной силе иконы возникла из-за культа самого святого Георгия в Египте. По преданию, святой Георгий был воином и обладал непоколебимой верой в Бога. Именно эта вера помогла ему спасти дочку одного из вельмож от страшного дракона. После того, как он убедился в силе веры, он решил принять христианство, чем разгневал императора Диоклетиана. На иконах разных стран изображены многочисленные пытки, которые пришлось снести храброму воину. Несмотря на то, что ему пришлось пройти, он не отказался от Бога, в которого верил всей душой, и был за это обезглавлен. По церкви есть пещера, в которой его держали и пытали по приказу императора, и теперь тут действует музей великомученика. Здесь можно увидеть и прикоснуться к орудиям пыток, а заодно можно примерить ошейник, в который был закован святой. Как и все, к чему прикасался святой, ошейник, по легендам, обладает целительной силой, а сами мощи усыпальницы являются одним из главных христианских святынь. Здесь листовым металлом и гвозди. Четырехглавный гвоздь, который делали кузнецы. Таким же самым дизайном распяли Иисуса Христа. Новые гвозди, когда появились в 1953. А теперь мы направляемся в самое священное место христианского Каира – церковь, построенная над гротом, где во время бегства в Египет жило святое семейство – Иосиф, Дева Мария и малыш Иисус. Церковь позже названа именем святых Сергия, Абу Серга по-коптски, и Вакха были построены на том месте, где святое семейство Иосиф, Мария и младенец Иисус Христос жили, пока Иосиф работал в римской крепости Вавилон, и по преданию, плетя и продавая циновки легионерам, сумел прикормить Марию и Иисуса. При строительстве церковь была посвящена воинам святым, замученным в IV веке в Сирии римским императором Максимианом, Сергию и Вакху. И Сергий Радонежский назван именно в честь римского легионера, увековеченного в названии данной церкви. Но самым интересным местом является грот, где жили Мария, Иосиф и младенец Иисус. Грот имеет глубину 10 метров, и при высоком уровне Нила часто затапливается. Церковь над гротом была построена в IV веке и, вероятно, была закончена в V веке, но сгорела во время пожара около 750 года. Затем храм восстановлен в VIII веке и постоянно перестраивался и реставрировался со времен Средневековья. Однако он до сих пор считается образцом ранних коптских церквей, официальной резиденцией всех коптских православных патриархов. Опять же, самая ценная и древняя из икон находится на южной стене. Это икона 3 века нашей эры. И еще по периметру лежит очень много мумий и мощи святых 2 и 7 веков нашей эры, о которых мы не успели прочитать из-за дефицита времени. Над гротом находится колодец, из которого пили воду Иисус с Марией и Иосифом. Теперь просто спустимся по ступенькам и посмотрим на это удивительное место. Может, спускайся. Осторожно, только голова не стоит. Ага. Долго не стоит.
Угу. Головой осторожно. Мы идем в пещеру, где 3 месяца жили, прятались Мария с младенцем Иисусом. Здесь на пещера, Святая Семья, 3 месяца. Самый длительный срок провела одновременно на одной точке. Из 3 лет, 10 месяцев, целых 3 месяца не были здесь. Вот сама пещера. Оригинальный полгода. Вопросов нет забыть. Также, когда строили церковь, чтобы не провалилась пещера, построили все. Основали 10 колонн. Спасибо, что смотрите наш канал «Братья Че». Следующий наш рассказ будет о Каире времен 1001 ночи, загадочных грузах, дворцовых переворотах, мамлюкских султанов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчики, смотрите нас в Телеграме, Яндекс.Дзене. Всем пока-пока!